Космос полон загадок. Это место чудес и трепета. Амбиполярное электрическое поле играет решающую роль в физике планет. Оно влияет на атмосферы и утечку газа. Это поле возникает в плазме, которая представляет собой заряженный газ. Оно направляет поток электронов и ионов. Это важно для понимания планетарных взаимодействий. Его обнаружение знаменует собой важную веху в исследовании космоса. Высоко над Землей разворачивается явление, которое десятилетиями интригует ученых – полярный ветер. Это не тот ветер, который мы чувствуем на своей коже. Это поток заряженных частиц, в основном ионов, текущих из полярных регионов Земли в космос. Этот постоянный исход частиц известен как полярный ветер. Полярный ветер берет свое начало в ионосфере Земли. Ионосфера – это область верхней атмосферы, где солнечная радиация ионизирует атомы и молекулы. Это создает море заряженных частиц, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли. Полярный ветер является существенным фактором потери атмосферных частиц в космосе. Ученые понимали основные механизмы полярного ветра. Они знали, что он обусловлен разницей давлений между ионосферой и магнитосферой. Магнитосфера – это область пространства, где доминирует магнитное поле Земли. Но была одна проблема. Наблюдаемая скорость полярного ветра была намного выше, чем могли объяснить известные физические механизмы. Существующие модели просто не могли объяснить сверхзвуковые скорости полярного ветра. Это несоответствие намекало на неизвестную силу, нечто, что могло бы ускорять ионы до таких высоких скоростей. Вот тут-то и появляется амбиполярное электрическое поле. Ученые подозревали, что амбиполярное электрическое поле является недостающим звеном. Это поле, генерируемое разницей в подвижности электронов и ионов, может управлять ускорением полярного ветра. Электроны носятся по быстрой полосе, а ионы плетутся помедленно. Эта разница в скорости создает электрическую пробку, генерируя амбиполярное электрическое поле. Это поле толкает ионы, ускоряя их до скоростей полярного ветра. Доказать эту гипотезу было невероятно сложно. Измерить такое слабое поле в космосе казалось невозможным. Однако его подтверждение может революционизировать наше понимание планетарных атмосфер. Ответ на загадку амбиполярного электрического поля лежал высоко над Землей, в разреженных слоях атмосферы, где рождается полярный ветер. Чтобы достичь этой таинственной области, ученым понадобился специальный инструмент – ракета, способная подняться на край космоса и несущая чувствительные приборы для измерения слабого электрического поля. Так появилась ракетная миссия НАСА Endurance. Endurance – сокращение от «эксперимент по измерению плотности электрически нейтральных частиц», была миссией геофизической ракеты, специально разработанной для изучения амбиполярного электрического поля и его роли в формировании полярного ветра. Геофизические ракеты – это небольшие ракеты, предназначенные для коротких полетов в космос. Они идеально подходят для изучения конкретных явлений в верхних слоях атмосферы. Ракета Endurance была оснащена набором самых современных приборов, предназначенных для измерения электрического поля, плотности плазмы и других свойств ионосферы. Ракета была запущена с удачного космодрома, взмыв высоко над Землей по параболической траектории. Во время своего короткого, но важного полета ракета Endurance попытается уловить неуловимую сигнатуру амбиполярного электрического поля, предоставив первые прямые доказательства его существования. Раздел 5. Подтверждение гипотезы. Амбиполярное электрическое поле обнаружено. Ракета Endurance взмыла сквозь атмосферу. Ее приборы работали в ожидании. Ученые и инженеры, которые потратили годы своей жизни на эту миссию, затаив дыхание, наблюдали, как данные поступают с ракеты. Они были готовы стать свидетелями чего-то экстраординарного. Впервые на их экранах появилась слабая, но безошибочно узнаваемая сигнатура амбиполярного электрического поля. Данные были однозначны. Амбиполярное электрическое поле, существование которого предполагалось более 60 лет назад, было реальным.
Это открытие вызвало волну восторга в научном сообществе. Неуловимая сила, которая десятилетиями ставила ученых в тупик, наконец-то была обнаружена. Измерения, проведенные ракетой Endurance, подтвердили наличие амбиполярного электрического поля в ионосфере Земли. Именно там, где, по прогнозам ученых, оно и должно было находиться. Поле было слабым, как и ожидалось, но достаточно сильным, чтобы ускорить ионы до наблюдаемых скоростей полярного ветра. Тайна была раскрыта. Амбиполярное электрическое поле, когда-то теоретическая концепция, теперь стала подтвержденной реальностью. Раздел 6. Значение открытия. Новое понимание планетарных атмосфер. Подтверждение существования амбиполярного электрического поля – это крупный триумф планетологии. Оно революционизирует наше понимание того, как планетарные атмосферы эволюционируют и взаимодействуют с окружающей космической средой. Это открытие имеет глубокие последствия для нашего понимания Земли и других планет. Амбиполярное электрическое поле в настоящее время признано фундаментальной силой, формирующей структуру и динамику планетарных атмосфер. Оно играет решающую роль в переносе энергии и массы внутри ионосферы. Это понимание открывает новые направления исследований, ведущие к более полной картине того, как планеты сохраняют или теряют свои атмосферы с течением времени. Открытие также имеет значение для нашего поиска жизни за пределами Земли. Амбиполярное электрическое поле влияет на утечку атмосферных частиц в космос. Этот процесс, известный как атмосферная утечка, может оказать существенное влияние на обитаемость планеты. Понимая роль амбиполярного электрического поля в атмосферной утечке, мы можем лучше оценить потенциал других планет для существования жизни. Раздел 7. Амбиполярное электрическое поле и ионосфера. Динамичный дуэт. Амбиполярное электрическое поле и ионосфера тесно связаны между собой, участвуя в постоянном танце энергии и потока частиц. Ионосфера – электрически заряженный слой верхней атмосферы. Это то место, где амбиполярное электрическое поле оказывает свое влияние. Поле действует как пастух, направляя движение заряженных частиц внутри ионосферы. Это взаимодействие между амбиполярным электрическим полем и ионосферой имеет глубокие последствия для поведения атмосферы нашей планеты. Поле влияет на распределение ионов и электронов в ионосфере. Оно влияет на электропроводность ионосферы, влияя на то, как она взаимодействует с солнечной радиацией и солнечным ветром. Это, в свою очередь, влияет на распространение радиоволн и другие атмосферные явления. Амбиполярное электрическое поле играет решающую роль в формировании и динамике ионосферы, формируя ее структуру и влияя на ее реакцию на внешние факторы. Открытие амбиполярного электрического поля позволяет глубже понять этот критически важный регион нашей атмосферы. Раздел 8. Атмосферная утечка. Роль амбиполярного электрического поля в формировании планетарных атмосфер. Амбиполярное электрическое поле не просто влияет на динамику планетарных атмосфер, оно также играет решающую роль в процессе, известном как атмосферная утечка. Этот процесс, как следует из его названия, включает в себя потерю атмосферных газов в космосе. В течение огромных промежутков времени атмосферная утечка может кардинально изменить атмосферу планеты, даже превратив некогда гостеприимный мир в бесплодную пустошь. Амбиполярное электрическое поле действует как ускоритель, разгоняя ионы в верхних слоях атмосферы до скоростей убегания. Эти ионы, некогда связанные с планетой гравитацией, теперь могут свободно ускользнуть в просторы космоса. Этот процесс утечки особенно эффективен на полюсах, где магнитные силовые линии разомкнуты, что обеспечивает путь для выхода ионов из гравитационного поля планеты. Роль амбиполярного электрического поля в атмосферной утечке имеет большое значение для нашего понимания эволюции планет и их обитаемости.
Раздел 9. Последствия для Венеры и Марса, раскрывая секреты наших планетарных соседей. Открытие амбиполярного электрического поля имеет далеко идущие последствия, выходящие за пределы Земли и затрагивающие наших планетарных соседей – Венеру и Марс. Эти планеты, которые когда-то считались похожими на Землю, прошли совершенно разные эволюционные пути. Венера с ее раскаленной поверхностью и плотной ядовитой атмосферой является ярким примером безудержного парникового эффекта. Марс, с другой стороны, рассказывает историю потери атмосферы. Его некогда более плотная атмосфера была унесена солнечным ветром, оставив после себя холодную сухую пустыню. Амбиполярное электрическое поле, вероятно, сыграло значительную роль в определении судеб этих планет. Изучая амбиполярное электрическое поле на Венере и Марсе, мы можем получить ценные сведения о процессах, которые привели к их различной эволюции. Эти знания не только углубят наше понимание этих удивительных миров, но и дадут ценные подсказки о долгосрочной обитаемости планет. Раздел 10. Новая эра в исследовании планет. Амбиполярное электрическое поле как ключ к пониманию обитаемости. Открытие амбиполярного электрического поля положило начало новой эре в исследовании планет, эре, когда мы можем исследовать космос, глубже понимая силы, которые формируют планетарные атмосферы и обитаемость. Амбиполярное электрическое поле — это уже не неизвестная сущность, а мощный инструмент, который может помочь нам раскрыть секреты нашей Солнечной системы и за ее пределами. По мере того, как мы продолжаем исследовать космос, амбиполярное электрическое поле будет иметь решающее значение в наших поисках жизни за пределами Земли. Изучая амбиполярное электрическое поле на далеких экзопланетах, мы можем оценить их потенциал для существования сред, пригодных для жизни. Амбиполярное электрическое поле является ключом к пониманию хрупкого баланса факторов, делающих планету обитаемой. Оно позволяет нам заглянуть в историю планет и разгадать сложные процессы, которые определили их судьбы. Раздел 11. Будущее амбиполярного электрического поля. Продолжение исследований и открытий. Открытие амбиполярного электрического поля — это не конец истории, а скорее начало новой главы в нашем исследовании космоса. По мере того, как мы продолжаем разрабатывать все более совершенные инструменты и космические миссии, мы можем глубже проникнуть в тайны амбиполярного электрического поля. Будущие миссии, несомненно, раскроют еще больше информации о роли амбиполярного электрического поля в формировании Вселенной. Мы узнаем больше о том, как оно влияет на эволюцию планетарных атмосфер, взаимодействие между планетами и их звездами, и формирование звезд и планетных систем. Амбиполярное электрическое поле — это свидетельство могущества научного исследования и нашей ненасытной любознательности по отношению к Вселенной. Продолжая исследования, мы можем быть уверены, что нас ждет еще много захватывающих открытий, и каждое из них будет приближать нас к пониманию нашего места в грандиозном гобелене космоса.